Всем привет, мои дорогие! Рада вас приветствовать себя на канале Украшаем кремовые торты. Сегодня у меня в украшении торт медовик. Украшаю я его белковым кремом. Крем делала в предыдущем видео без пектина. Примерно на расстоянии 5 сантиметров от края торта я очерчиваю линию с помощью шпажки. Здесь будут располагаться рюши. Для рюш мне понадобится насадка номер 122. Она похожа на насадку роза, но немного вогнута. Начинаю делать рюши. Более широкую часть насадки держу к себе, а более узкую от себя. И начинаю отсаживать лепестки. Отсаживаю так, как будто делаю лист ромашки или какого-то другого цветка. За счет того, что насадка выгнута, рюша получается немного вогнутая. И такими же движениями продолжаю отсаживать рюшу по всему периметру торта. Вы, наверное, обратили внимание, на руках у меня надеты перчатки. Сразу скажу, что надела я их не потому, что прислушалась к вашим советам по поводу гигиены, а скажу сразу, у меня сильно отрос маникюр, а завтра мне идти в салон. Вот как-то так, мои дорогие. Все для вас, чтобы вас не шокировать своими отросшими ногтями. Вот, мне кажется, уже прям нежненько получается. Далее я взяла простую насадку роза, она часто в моих видео, она без номера у меня, безымянная, так скажем, с набора с Алиэкспресс. И сейчас буду отсаживать вот такие вот рюши, волны, называйте как хотите. Широкую часть насадки держу к себе, узкую от себя. Как будто прорисовываю большую ромашку. Такие волны можно сделать абсолютно любой насадкой, даже насадкой звездочка. И далее мне понадобится вот такая вот насадка открытая звезда. Да-да, она все с того же китайского набора, без номера. И с ее помощью, отсаживая завитки, ракушки, закрываю внутреннюю часть вот этой вот каймы. Так скажем, делаю декоративную окантовку, чтобы у меня не было каких-то там неровностей крема. В общем-то, чтобы все было красиво. И теперь этой же насадкой звезда отсаживаю вот такие вот ракушки, немного выдавливаю крема и протягиваю вверх. И так делаю по всему периметру на расстоянии примерно 1 сантиметра. Можно было, конечно, по нижнему краю торта, между самим тортом и подложкой, пустить ракушки, но мне захотелось что-то какой-то такой-то бомбезности. Люблю, когда торты все в рюшечках, в завитушечках. Мне кажется, это очень празднично. Дальше я беру насадку роза. На выходе она 1 сантиметр. Для маленьких розочек обычно я ее использую или для маленьких цветочков. И сейчас буду соединять ракушки между собой. И делаю такую волну по всему периметру торта. Часто под видео я читаю такие комментарии, как можно съесть только кремом. Или вот, например, этот крем с торта есть ложкой. Я уверяю вас, что есть действительно любители белкового заварного крема. И если крем сварен вкусно, то его можно и ложкой есть, и с торта слизывать. В общем-то, кому как нравится. Я вот, например, не в восторге от крема чиз или от ганаша, но кому-то ведь он нравится. Поэтому я считаю, что на каждый крем, на каждый торт есть и всегда найдется свой покупатель, свой любитель. Белковый крем, он довольно сладкий, но не содержит совсем жира. И поэтому съесть его можно
довольно-таки много. Дальше я беру вот такую насадку небольшую, закрытая звезда. Она у меня также без номера. И прохожусь по верхней части вот этой волны, рюшки, называйте как хотите. Как будто декоративно закрываю ее. Дальше я взяла насадку трубочка и отсаживаю горошинки или бусинки, по-другому как сказать. И добавляю еще мелких шариков внутри рюшки. Беру насадку роза на выходе 3 сантиметра, кончик насадки поджат и делаю розу, королеву всех цветов. Как всегда, отсаживаю немного крема на гвоздик. Если цветок нужен большой и объемный, то крем выдавливаю в виде шарика. И уже, как я делаю розы, не раз показывала, лепесток за лепестком, начиная от середины, проворачиваю сначала гвоздик и уже потом начинаю работать насадкой. Крем зацепила, провернула гвоздик. Опять от центра предыдущего лепестка делаю следующий. И опять возвращаюсь к центру предыдущего. И вот так получается цветок. Нижние лепестки делаю в виде гармошки. Насадку немного потрясываю вверх-вниз, чтобы листья у цветка были как юбочка. Ну и припыляю цветок я сухим китайским порошковым красителем. Девочки, вы постоянно пишите в комментариях, где я беру эти порошковые красители. Девчонки, на Алиэкспресс забиваем пудра фруктовая, фруктовый порошок. В общем, по этим названиям ищем. И переношу с помощью больших ножниц цветок на торт. Отсаживаю следующий по тому же принципу.
Маленькой насадкой листик галочка отсаживаю маленькие листики самой маленькой розочки. И затем взяла я самую среднюю насадку лист розы и добавляю всем розочкам листики зеленые. Ну и вот такой вот простой в исполнении красивый торт у меня получился. Если вам понравилась такая идея оформления торта, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, поделитесь моим видео в социальных сетях, мне будет приятно. Но я желаю вам всего самого-самого доброго и до скорых встреч на моем канале. Рецепт крема вы найдете в описании под видео. Кстати, из этого крема можно сделать безе. Если у вас остался крем, никогда его не выбрасывайте. Насушите безе, и будет вам счастье. Всем пока-пока!